Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. В одном из предыдущих видео, там где мы нерестили, групповой был нерест у нас, нерестили мы тернецию, я вам говорил, что буду показывать, как развиваются мальки с того нереста. Как вы помните, кстати, ссылочка будет здесь, вот сейчас здесь в правом верхнем углу, на то видео. Кто захочет, после просмотра этого посмотрите. Значит, там у нас были красные на нересте группа. Да, группа вот желтых. И были зеленые. Вот нерестовик пустой. То есть зеленые у нас не отнерестили. Вернее, отнерестились, но икра была вся плохая. Вот смотрите, сегодня у нас получается 15 дней, как был нерест. Вернее, не 15, 18 дней, как был нерест, а 15 дней, как рыбки начали плавать. Вот так будет правильно. Значит, смотрите, вот такая у нас рыбка. Значит, красная часть, конечно, там что-то на дне, что-то им там не очень хорошо. Ну, часть пропадет, конечно. Ну, а большинство нормально плавают, развиваются. Вот, кстати, желтые. Их было немножко поменьше. Но они тоже есть. И тоже, кстати, даже быстрее растут, чем красные. То есть побольше такие рыбки. Здесь, кстати, гуппи еще мелочь я подбрасываю сюда. Вот. И сейчас мы этих рыбок покормим. И я вам потом покажу, какие они будут уже накушанные, то есть животики, кушают они хорошо, кормлю их артемией, вот, едят нормально, развиваются нормально. И до 30-дневного возраста мы с вами за ними, конечно же, проследим. Просто я до момента этого не снимал, потому что в том видео мы посмотрели, как рыбка начала плавать, даже, по-моему, день или два ее кормили. И вот решил уже снять, когда этим рыбкам, грубо говоря, 2 недели. Кстати, вот эти производители, вот самочка красная, зеленые самочки, желтые, желтая, вернее, самочка вон вдалеке поплыла. А здесь находятся самцы таких же цветов. Кстати, надо садить на нерест еще синюю тернецию, фиолетовую, оранжевую, но это уже будет в следующих видео. Итак, друзья, ну вот смотрите, я артемий рыбкам дал, они покушали. И вот они плавают вверху. Вот у тернеции такой есть момент, она когда насытилась, то она всплывает и стоит сверху. Ну, я просто сейчас их фонариком возбудил, то они опустились вниз. Вот такие красивые рыбки. Ну, почему-то телефон яркость особо не передает красноты. Ну, такие они какие-то более такие красно-розовые какие-то. Так, это у нас красненькие. И вон там у нас, это будут желтые. Они такие немножко зеленоватые, пока маленькие. Но потом они станут чисто желтыми. Желтые, кстати, хочу сказать, растут немного быстрее, чем красные. То есть рыбка такая более побольше. Ну, ее здесь просто поменьше, наверное, еды достается побольше. Поэтому она так и растет. Значит, здесь в нерестовиках вот есть маленькие анциструсы. Куда-то спрятался. Они вот подчищают у меня стеночки, чтобы слизь на них не образовывалась. И дно. И, то есть к дну не прилипает остатки корма, отходы жизнедеятельности. И можно свободно трубочкой убирать. Оно всегда у них чистое. О, вот они, вон гасают. Тоже садил их маленькими. Они вот пока рыбка здесь подрастает, и анциструсы немного подрастают. И вот, смотрите, сидят два. Вот видите, они дно чистят, дно прямо зеркальное. То есть к нему корма не прилипают. Свободно потом убирается все трубочкой. Ну все. Включусь, наверное, дней через 5. Посмотрим еще на рыбку. Итак, друзья, вот смотрите, у нас анциструсы отнерестились в общем аквариуме, да. Ну, понятно, здесь у меня нету грунта, растений, здесь все удобно делать. И задают, бывает, вопрос, как забрать икру. Вот смотрите, есть у меня вот такой сачок. Артемию я в нем процеживаю. Опускаем его сюда, в аквариум. Сейчас самец будет нервничать немножко. Вот. Вот мы его отгоняем немножко, он убегает. Потом подставляем сачок под икру. И прямо вот так ее отгребаем. Видите? Ой,
то увидел, то увидел. Вот смотрите, пару икринок оторвалась от общего, от общих, ну, от общей икры, да? А остальная вся, она вон там находится у нас в сачке. Мы ее теперь можем вытащить, поставить где-то на протоку, и она себе будет развиваться, и через несколько дней появятся личинки, потом мальки. И будем их дальше выращивать уже в отдельном аквариуме. Вот такие-то дела. Итак, прошло незаметно 10 дней. Хотя я вам обещал снять рыбок через 5 дней. Ну, прошло еще 10 дней. Вот сегодня рыбкам 25 дней, как они начали плавать. То есть они превратились в малька. Вот такая рыбка у нас получилась. Смотрите. Вся хорошо сформированная. Ну, часть там ее пропала небольшая. А основная масса на месте. Вон они там на дальней стенке там. Я их еще не кормил сегодня, так они такие худенькие. Ну, вернее, утром кормил, вечером еще не кормил. Сейчас покажу еще, какие у нас здесь желтые в соседнем аквариуме. Вот смотрите, желтых здесь поменьше, и поэтому они покрупнее. То им корма достается побольше, и рыбка покрупнее, чем красная. Красная, конечно, там значительно больше. Но я сейчас... вечернее кормление будет, буду их кормить, конечно, я вам покажу, какие они станут, когда покушают. То есть они будут достаточно такие толстенькие, заметно, что они покушали. И мы на них еще раз посмотрим. Итак, наши рыбки поужинали. Еще какая-то часть артемии плавает. Ну, я им уже, кстати, даю полным ходом дробленый копенс. Они его тоже хорошо кушают. Отсвечивает немного камера. Вот такие красивые у нас рыбки. И вот желтые. Ну, желтые, как я и говорил, они немного покрупнее. Видите, есть и проброс, прозрачные. Ну, это будем отбраковочку делать. Понятно, что смысла их выращивать нет. Будем их убирать для других нужд. Все, ну включимся еще через 5 дней. И я вам покажу, какие стали наши рыбки. Я думаю, мы их уже в скором времени пересадим в больший объем, чтобы они лучше чувствовали себя и лучше росли и развивались. И думаю, что в этом видео вы это все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Ну что, друзья. Вот сегодня настал тот день, когда нашим рыбкам, красным и желтым, ровно 30 дней, как они начали плавать. Вот смотрите, ну, грубо говоря, месяц, да? Вот такая рыбка. Она полным ходом уже кушает артемию, понятно, это ее любимый корм. Кушает, соответственно, сушку мелкую. Без проблем кушает аулофорус. И вот такое количество у нас этой рыбки получилось. Ну, часть, понятно, конечно, пропала. Там были такие хиленькие рыбки некоторые. То есть они, скажем так, не смогли насладиться ростом и своей, скажем так, новой жизнью. Но вот основная масса. Все с ней нормально. Поэтому за месяц, грубо говоря, да, можно вырастить вот такую рыбку. Пересадил я ее в больший объем, когда рыбке было 28 дней, как она начала плавать. То есть она здесь находится практически 3 дня, почти 4 уже. Ну, то есть нормально себя здесь чувствует. Ну, среди этих рыбок, видите, проброс есть розовой тернеции, хотя розовых производителей не было. Ну, скорее всего, с красными были какие-то мутки, возможно, у их родителей. И поэтому столько получилось розовых. Ну, основная масса красная, желтая. Есть, конечно, проброс белый. Ну, ничего страшного. Я часть его уже убрал при сортировке.
Но есть еще и здесь растут эти бесцветные рыбки. Ну, пускай растут. Вот такое небольшое видео. Смотрите видосы, которые появились на экране. Желаю всем удачи и всего самого хорошего. И до встречи в следующих роликах на канале Разводня как хобби. Пока-пока.